На экстренном заседании ООН Небензя задал неудобный вопрос, и зал предпочел промолчать. Швеция дает Украине истребители, но за красивым числом в 36 самолетов скрывается кое-что важнее. Путин провел день в Астане и вернулся с доказательством того, что изоляция России существует только на бумаге. Друзья, всем привет! Медиашот в эфире, с вами Александр. Сегодня неудобные вопросы, громкие сделки и тихая дипломатия. Погнали! Россия нанесла по Украине удар, который в ООН назвали критическим. До 90 ракет большой дальности и около 6 сотен дронов. Третье известное применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник», на этот раз по центральной части страны. Генсек ООН Гутерриш потребовал немедленного прекращения огня и возврата к дипломатии. По данным организации, за первые 4 месяца 2026 года число жертв среди гражданских уже превысило показатели аналогичных периодов прошлых лет. Но на экстренном заседании Совета Безопасности интереснее всего было следить не за цифрами, а за тем, как каждая сторона выстраивала свою логику. Латвия назвала удар крупнейшим комбинированным ракетным ударом по Киеву. Добавила, что среди примененных средств гиперзвуковой «Орешник», способный нести ядерный заряд. И сделала неожиданный вывод – все это признаки не силы, а отчаяния. По мнению Риги, в 2026 году стало очевидно, что Россия не способна победить на поле боя. Нет территориальных успехов, растут потери, экономика изолируется. В качестве доказательства устойчивости украинцев латвийский спикер привел кофейню в Киеве, которая открылась сразу после расчистки завалов. Аргумент, прямо скажем, своеобразный. Дания выразила шок и соболезнования, назвала атаку самой интенсивной с начала конфликта и расценила ядерный шантаж, удары по гражданской инфраструктуре и угрозы дипломатам как признаки отчаяния. Копенгаген подтвердил непоколебимую поддержку Украины. И вот вопрос, если крупнейший удар за все время конфликта – это признак отчаяния, то что тогда признак силы? А теперь про российскую сторону. Небензя выступил жестко, Москва назвала удар ударом возмездия за атаку украинских дронов на Старобельск 22 мая. Педагогический колледж и общежитие, 21 погибший, 44 раненых. И задал вопрос, который завис в зале без ответа. Почему одни жертвы заслуживают немедленного сострадания, а другие нет? Почему гибель несовершеннолетних в одном месте становится поводом для громких заявлений и осуждений, а гибель детей в Старобельске встречает молчание? Российская сторона подтвердила, целями были исключительно объекты военно-промышленного комплекса, пункты управления и Главное управление разведки Украины. А поскольку эти объекты рассредоточены по всему Киеву, было заранее выдано предупреждение иностранным гражданам и дипломатам. Поскольку вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, мы предупредили иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительства международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. В завершение Москва констатировала, предпосылок для мирного диалога со стороны Киева и Запада нет, без военно-технического давления дипломатия не работает, значит, операция продолжается. На самом деле это заседание – наглядная иллюстрация того, где находится дипломатия сейчас. Каждая сторона говорит свое. Организация Объединенных Наций требует прекращения огня, и обе стороны продолжают. Небензя задает неудобный вопрос про Старобельск. Зал молчит. Это молчание само по себе красноречиво. Но особого внимания заслуживает поведение европейских представителей. Латвия рассуждает об отчаянии России и приводит в пример кофейню в Киеве на заседании Совета Безопасности, где обсуждаются трагические события в ходе обостренного конфликта. Дания выражает шок и тут же повторяет мантру о непоколебимой поддержке, не предлагая ничего конкретного. Складывается ощущение, что европейские делегаты пришли не на экстренное заседание по вопросам войны и мира, а на урок риторики, где главное правильно, по их мнению, расставить акценты и не забыть осудить Россию. Темы обсуждаются серьезные, подход детский. И именно этот разрыв объясняет, почему дипломатия топчется на месте. Показательно, что на фоне кофеен и мантр о поддержке именно российский представитель поднял единственный конкретный вопрос, на который никто не нашел ответа. Нравится это кому-то или нет, но это факт.
Но пока в Организации Объединенных Наций спорят о том, чьи жертвы важнее, в шведской Упсале подписывают очередное громкое соглашение. Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон на военной авиабазе оформили декларацию об усиленном оборонном сотрудничестве. Центральная тема – истребители Гриппен и новый пакет помощи на 2,7 миллиарда долларов. Заголовки красивые, давайте разберем, что за ними. Сделка разбита на два этапа. Первый – 16 Гриппен модификаций С и Д, которые Швеция как раз выводит из эксплуатации. Поставки с начала 2027 года. Второй этап – 20 новых Гриппен Е, срок с 30 года. Финансирование из европейского кредита, то есть из денег, которые Украине еще предстоит вернуть. В качестве первого шага сегодняшнее соглашение между Швецией и Украиной предусматривает покупку 20 штук. Это новый Gripen A, переговоры, все детали и подготовка идут полным ходом. Но наша цель – быстро заключить соглашение, полное соглашение, которое позволит осуществлять поставки. Итого 36 машин, из которых 16 – списанная техника предыдущего поколения, а 20 современных через 4 года. Это не прорыв, это обещание прорыва. И таких обещаний мы уже видели немало. Вспомним логику последних лет. Сначала нужны были танки, дадите танки, и ситуация изменится. Потом дальнобойные ракеты. Потом F-16. Каждый раз звучали слова о переломе, о новом балансе сил, о том, что теперь все будет иначе. Каждый раз после получения техники появлялся новый запрос. Сейчас Зеленский подписывает соглашение на Гриппен и одновременно критикует натовскую программу Pearl за медлительность и пишет письмо Трампу с просьбой срочно дать ракеты для систем Patriot. То есть сделка еще не закрыта, а следующий запрос уже в очереди. И вот вопрос, где заканчивается оборонная необходимость и начинается бесконечная воронка, в которую утекают западные деньги. Зеленский на пресс-конференции подает Гриппен как революцию в воздухе. По его словам, ракеты «Метеор» с дальностью более 200 километров сделают невозможным само присутствие российской авиации в зоне досягаемости, а значит закроют вопрос управляемых бомб раз и навсегда. Эти самолеты оснащены специфическим вооружением, в частности ракетами «Мития», которые могут поражать цели на расстоянии более 200 километров. Поэтому мы думаем, что сможем вытеснить эти российские самолеты, и они не смогут массово использовать эти бомбы. Звучит убедительно, но мы слышали похожие аргументы про каждую предыдущую систему, и каждый раз реальность оказывалась сложнее обещаний. Отдельно про сроки. Буквально на днях Зеленский заявил депутатам Верховной Рады, что активная фаза конфликта может завершиться уже к ноябрю этого года. Сами депутаты отнеслись к этому скептически. По их словам, президент делает подобные заявления на каждой встрече. Но логика не складывается в любом случае. Человек, который говорит о завершении конфликта через полгода, подписывает соглашение на самолеты с поставками с 30-го года. Либо конфликт не закончится в этом году, либо самолеты не нужны, третьего не дано. Долгосрочный план Киева – довести парк шведских машин до 150 единиц и развернуть совместное производство систем радиоэлектронной борьбы, радаров и противовоздушной обороны. Амбиции огромные, деньги западные. Результат, как всегда, в будущем. А пока Швеция получает украинский боевой опыт в обмен на списанную технику и обещание новой. Кристерсон называет это взаимовыгодной сделкой. Наверное, так и есть, но выгода распределена неравномерно. На самом деле главный вопрос здесь не про самолеты, он про то, есть ли вообще предел этому процессу. Каждый новый пакет помощи сопровождается обещанием перелома. Каждый перелом требует следующего пакета. Западные налогоплательщики платят, Украина воюет. А конец этой истории по-прежнему никто не может назвать внятно. Ни в Киеве, ни в Стокгольме, ни в Брюсселе. И это подводит нас к финальной истории дня, которая, на контрасте с предыдущими, выглядит удивительно спокойно. Пока в Организации Объединенных Наций спорят, а в Упсале подписывают очередные соглашения, Путин летит в Астану, без лишнего шума, без громких заявлений, и возвращается с результатами, которые говорят сами за себя. Казахстан принял российского президента с государственным визитом. Токаев и Путин подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства. Звучит торжественно, но за этой формулировкой очень конкретная политическая позиция. Казахстан, страна, которую Запад активно пытается перетянуть на свою сторону последние несколько лет, публично демонстрирует, что российский вектор никуда не делся. Наше государство, по сути, составляет основу огромного евразийского пространства. Мы вместе работаем на благо прочной и неделимой безопасности Евразии. Нас объединяют исторические корни, культурные традиции, менталитет и, главное,
объединяет самая протяженная граница в мире. Поэтому вечная дружба, устойчивое добрососедство, взаимное доверие – это не пропагандистские лозунги, а сама суть мирного бытия наших народов, прочная гарантия их успехов во всех сферах общественной жизни. Россия вложила в казахстанскую экономику более 29 миллиардов долларов прямых инвестиций. В республике работает свыше 20 тысяч компаний с российским участием. Это не декларации, это реальная взаимозависимость, которую санкциями не перерубишь. Главная договоренность визита – строительство атомной электростанции «Балхаш». Такаев лично поблагодарил Путина за поддержку проекта. На мой взгляд, подписанные сегодня соглашения по строительству атомной электростанции «Балхаш» имеют исключительно важное значение. Выражаю признательность президенту Российской Федерации за личную, решительную поддержку в запуске этого масштабного проекта, который станет локомотивом научно-образовательного, технологического взаимодействия, обеспечит развитие новых смежных отраслей энергетики и индустрии в целом. Конечно же, речь идет прежде всего о Казахстане. Атомная станция – это не просто энергетика, это долгосрочная технологическая зависимость. Страна, которая строит АЭС с Россией, привязывает к ней свою энергетическую инфраструктуру на десятилетия вперед. Топливо, обслуживание, технологий – все это российское. Никакие западные санкции этот узел не развяжут. И вот вопрос, если Казахстан, находясь под постоянным западным давлением, все равно подписывает такие соглашения, что это говорит об эффективности этого давления? Помимо энергетики, транспортные коридоры север-юг и восток-запад, цифровые технологии, беспилотники на базе КАМАЗов. В гуманитарной сфере образовательный центр «Казахстан-Сириус» для одаренной молодежи. И финальный штрих – Россия передала Казахстану 4 амурских тигров в рамках программы восстановления популяции туранского тигра «Мягкая сила в действии». На самом деле этот визит – наглядный ответ на тезис об изоляции России. Изоляция существует в западных нарративах. На практике Москва строит атомные станции в Центральной Азии, подписывает соглашение о вечной дружбе с соседями и развивает транспортные коридоры в обход западной инфраструктуры. Казахстан при этом не исключение, а правило. Схожая картина в Иране, Китае, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах. Санкции давят, но мир большой, и у России в нем друзей куда больше, чем принято считать в Брюсселе. Вот такой получился сегодняшний день. Совет Безопасности собрался экстренно и разошелся ни с чем. Украина подписала сделку на самолеты, которые придут через 4 года. Путин слетал в Астану и вернулся с атомной станцией и пактом о вечной дружбе. На самом деле, все 3 истории об одном – о разрыве между словами и реальностью. Организация Объединенных Наций требует мира, конфликт продолжается. Зеленский обещает завершение к ноябрю и подписывает соглашение до 30 года. Запад говорит об изоляции России, Москва строит АЭС в Казахстане и развивает коридоры в обход западной инфраструктуры. Зачем следим дальше? Небензя задал вопрос, на который зал промолчал. Но вопрос никуда не делся. Пока одни жертвы получают заголовки, а другие – тишину, дипломатия будет топтаться на месте. И никакие Гриппен это не изменят. Пишите в комментариях, как думаете, Казахстан искренне дружит с Россией или просто делает бизнес. Читаю все, мне правда интересно ваше мнение. Лайк и подписка, если было полезно. С вами был Александр, до скорого. Всем пока.